Sen misiniz? Резида Хану. Исенмисыз, ассаламу алейкум. О, солененькие огурчики режете? Да, соленые огурцы Это режем. что у нас, какие-то гости придут, что ли? Сегодня вы у нас самые жданные гости. А вы же знаете, что я соленые огурцы, если только кушаю, а так по прямому назначению не использую. Сегодня мы будем готовить блюдо жаркое по-татарски. Вот туда у нас именно идет соленые огурчики. Подождите, если жаркое, это мясо, приготовленное с Я вот уже вижу Да. горшочки. Горшочки есть. Да. Значит, мясо в горшочках будет, картошечка, лук, чеснок, лавровый лист, укропчик, растительное масло. Все это я очень люблю. Морковь. Но почему вы говорите, что это жаркое по-татарски? Это случайно Жаркое- не другое ли известное татарское блюдо? Азу по-татарски. Мы говорим и азу по-татарски, и жаркое по-татарски. Жаркое для этого я говорю, потому что жаркое мы сейчас будем до полуготовности это блюдо приготовить. Потом будем положить в горшочки, чтобы было кушать очень. Ой, так вкусно разговариваете, лучше Да. скорее готовьте, а? И- Скорее готовьте. И я вас, Аллах берса, Бог даст, угощу. Хорошо. Самый первый мы начинаем с соленых огурчиков. Мы его 3 немножко- огурчика хватит, да? Хватит. Ну, мы Огурчик. готовим сколько здесь? 6-7 порций. Да, 3 хватит. огурчика. Что такое, огурцы в воду? Да, обязательно воду. Мы его отвариваем. Вот сейчас я вам... Кто пробовал вареные огурцы? Вы сперва вот попробуйте. Давайте я вам дам. Это который у нас бабушка солит. Ну, Ядреный такой, настоящий соленые огурцы. из глаз искры. Вот для этого мы его немножко, чтобы вот эту остроту убрать и соль убрать, и немножко отвариваем в воде. Какая вы умная женщина, а? Я бы никогда, честное слово, никогда бы не догадался, что огурец нужно поварить для того, чтобы снять вот эту вот остроту, Да. кислоту. Уксус. Уксус уйдет в воду. А вкус от огурчика останется? Вкус огурчика останется. Вот потом вы попробуйте, скажете, да. Как хорошо, Да. как хорошо, очень приятно. Очень Я приятно. уж много готовлю, разные варианты. Я сегодня показываю самые-самые, которые я готовлю. Но я вам должен сказать, что азу по-татарски, жаркое по-татарски, это то блюдо, которое разошлось по всему бывшему Советскому Союзу. Во всех республиках его знают. Любого повара, Да. особенно старого повара, спроси, азу по-татарски знаешь? Все скажут, да, знаю. Но интересно же узнать, как готовят настоящие татарские повара. Понимаете? Не грузинские, не туркменские, не молдавские, а чтобы вот именно настоящие татарские, татарстанские повара. Татарказа. Вот татарка, Да. не просто татарка. Эта женщина на сегодняшний день является звездой татарской кулинарии. Резида Хусаинова. Она Спасибо. автор книг по татарской кухне. Посмотрите, одна книга. Тамле был сын, приятного аппетита. И студия, где мы сейчас находимся, тоже называется Тамле был сын. Здесь какое-то заведение общественного питания, я вижу такое, да? Да. Доступное, в которое каждый может прийти покушать, да? Аллах Достойную Акбар. еду Да. покушать за умеренные деньги, да? Не Да, самая да, дорогая. да. У нас же в Татарстане, в Казани очень дорогих ресторанов таких есть. А именно для населения, среднего населения, вот у нас ресторан, именно вот готовим вкусно, хорошо, доступно, и цена хорошая, и люди радуются. Вот 12 лет нашему ресторану открыто уже. И всегда говорите, Тамле был сын, приятного Да, аппетита. да, Тамле был Я сын. хочу сказать, что я могу себе позволить пойти в любой ресторан. Но рестораны, так сказать, среднего ценового уровня, заведения общественного питания среднего ценового уровня, и даже недорогие рестораны зачастую могут удивить, знаете чем? Честной едой. Она вот там без украшений каких-то, без Да, всяких, да. извиняюсь за выражение, викибентиков, но это честная нормальная еда. Поел и как следует наелся. Да. Гуляш, так называем гуляш, например. Поджарки из индейки делаем тоже вот. А в ресторан заходишь, какой-то шикарный там имена и не знаешь, что кушаешь.
Так, сначала решили поджарить лучок, да, Да. чтобы такой запах, чтобы приятный пошел, да, от лука? Да, от лука. Сколько лука всегда. вам понадобится? Ну, я вот хочу 2 лука положить все-таки. Правильно, что в Татарстане лук есть. Да, Хороший слава лук богу, слава растет. богу, слава богу. В этом году очень даже хорошо лук. Я и в деревне очень много посадила. Резида Ханум, мы вчера кушали просто отварную картошку. Вот здесь, в Татарстане, люди взяли, вырастили свою картошку, отварную картошку Да, ели. да. Это продукт для 3-звездочного ресторана. Вот 3 звезды Мишлена можно дать за одну картошку. Понимаете, при этом там готовить-то уметь не надо. Просто картошку вырастили люди добросовестно, и она на удивление вкусная. Почему в Москве нет такой картошки, не понимаю. Надо в Москве тоже выращивать картошку. Это очень тяжело. Я знаю, Тяжелый я знаю. Да. Этот труд фермеров, Да, крестьянский труд, да, это труд. мы, повара, обязаны уважать и ценить. Потому что если они не вырастят для нас вкусные продукты, хорошее вкусное мясо, огурчики не посолят бабушки, не будет картошки, чеснок, лавровый лист, морковку куда положите? Морковь я положу сперва здесь, сейчас вот лук пожарю, потом я туда мясо положу. А мясо что, какими кусками? Жаркое разное бывает. Вот, например, если русское Сейчас. жаркое, вот прям один целый кусок кладу. Нет, сейчас мы попробуем. Сейчас нарежем. Вот лук у нас сейчас обжаривается так немножко. Слегка Мясо до вы сегодня золотистого. взяли говядину, да? Да, говядина. Вообще Я- вот это вот азупа татарский, из какого мяса можно готовить? Только говядина. Только говядина. Только говядина. Она... У нас есть технология приготовления пищи, кулинарные рецепты есть. Вот сборник кулинарных рецептов. Только там готовится она азупа татарской, только готовится из говядины. Отлично. Ну, Так и соблюдаем. конину можно еще готовить. Скажите, пожалуйста, вы взяли какую часть мяса? Это мясо для быстрого обжаривания, для отваривания? Для быстрого обжаривания, чтобы для она у быстрого нас без обжаривания. пленок, без Мягкое, ничего, хорошее мягкое мясо. место, да. Я в ресторане только использую парное мясо. Свежее мясо. Свежие, да. У меня свои поставщики, прямо парное заказываем, привозят. Очень удобно, вкусные. Во-первых, кость остается на бульон, насыщенный вкусный бульон получается. И я хочу обратить ваше внимание, дорогие друзья, вот посмотрите, Резида Ханум начала нарезать мясо. И я уже понимаю, что она с огромным уважением относится к своим едокам, к своим гостям, которые придут кушать в ее заведении. Да, Ей ведь это никто сейчас не сказал, а посмотрите, вот тут внизу довольно грубая пленка. Но она весит не будет, там, не знаю, останется 50 грамм. Повар, который хочет сделать побольше порций и заработать побольше денег, порежет мясо вместе с этой пленкой. И пусть человек потом ковыряется в зубах, вытаскивает Да, эту жует, пленку. жует. Вот какие красивые куски у нас мяса. Да. А эта женщина эту пленку все оставляет и берет только чистое, хорошо отфилированное мясо. И причем эта пленка, это не мусор. Вот вместе с косточками, вместе с другими продуктами, как я уже Уходит сотни она раз говорил вам, на туда бульон. на бульон, и бульон получится хороший отваристый. У нее и бульон будет вкусный, и мясное блюдо будет такое, что не потребует зубочистку. Понимаете? Хороший повар должен думать о том, как себя будет чувствовать человек после того, как покушал в ресторане, столовой или дома, неважно где. Ну, мы же не на один день людей, гостей кормим. Мы Да, же да, да. их каждый день. Вот 12 лет мы открылись этот ресторан, и 12 лет уже к нам ходят кушать. 12 лет. Вот такими кусками я режу мясо. Подскажите, как на плов? Да, Да? вот такими кусками. Как на плов, как на шашлык. Да. Почему я думал, что азупа татарский нарезается соломкой мяса, а? Кто-то меня неправильно научил. Нет, и можно его нарезать и соломкой, как на поджарку. Ну, Как на я, бефстроганов. да. Я уж в горшочке готовлю ее. Для этого из технологии мы немножко отходим. Ага, понятно. Да. Так хочу подойти, вот этот лук и мясо помешать.
У вас терпение такое, как вы можете? Самое приятное, это же самое приятное на кухне, это взять, помешать мясо, лук, Да. чтобы Ой, вот так запах шипело, какой. Ой, чтобы какой такой запах. запах пошел, чтобы вот все шкварчало. Я это должен сфотографировать, Ханум. Хорошо. Я фотографирую, знаете, зачем? Ну, во-первых, книжку поставим, новую книжку про татарскую кухню. Да? Молодцы, Я молодцы. ведь- Вы я очень, ведь- да. Я же все рецепты, знаете, как я делаю? Я показываю каждый шаг. Каждый шаг, чтобы человек потом не думал, какой кусок мяса должен Да. быть, как лук порезанный. Написано, порежьте лук, пожарьте лук. А лук можно по-разному порезать, по-разному пожарить. Очень доброе дело вы делаете. Молодцы. Рахмат за вашу А, оценку. Вы знаете, мне один писатель сказал, Рудольф Минулин, у нас татарский такой писатель, он уж ушел. Он говорил, когда я первую книгу выпускала, он говорит, Резида, книга, говорит, это остается вечно. Человек уходит, а книга остается. Вот я тоже оставила после себя. А у вас сколько книг? Ой, у меня Да. не у всех людей столько детей есть, сколько у меня книг. Молодцы. 10 книг больших. Если Ой, больших вы считать, вообще 10. молодцы. Еще Мне есть- еще гнаться за вами надо. Еще маленькие книжки малютки, их там 5 штук, больших 10, и которую я, как говорится в Татарстане, Аллах Берса напишу. Это будет 11-я книга, счастливый номер про татарскую кухню. Я пришел сюда с некоторым опытом написания кулинарных книг, потому что я до этого написал книги своих и узбекскую кухню, и азербайджанскую кухню. Эти кухни для меня родные, потому что я же родился в Узбекистане, а сам азербайджанец. И описал немножко и русскую кухню, и немецкую кухню. Мама у меня немка была. Да, и в своих книгах я затрагивал казанско-татарскую кухню. Почему? Потому что казанские татары всегда были для нас родными и близкими людьми. Во-первых, в прямом смысле слова родные, Да. во-вторых, и соседи были, и друзья были, и остаются. А теперь вот я приезжаю в Татарстан, чем больше приезжаю, тем больше у меня друзей здесь появляется. Вот и мы сейчас с вами познакомились, будем сейчас друзьями. Аллах Берса. Вот сейчас... Помочь вам? Нет, я сейчас буду картофель немножко обжаривать. Я думал, что дело уже горшочком подошло. Нет, нет, Да? нет. Я опять его такими крупными кусками, брусочками вот так делаю. Вы будете это делать в духовке? Да, да. Я до полуготовности я его обжариваю. Вы молодец. Знаете, можно, конечно, взять еще одну сковородку и жарить там. И пока будешь перемешивать лопаткой, картофель будет У нас... где-то превращаться в пюре. Нет, у каша нас мясо, получится. мясо уже у нас почти готово будет сейчас. Сейчас это тоже у нас быстро будет. Я быстро делаю. Ну еще бы. Такой опыт, чтобы вы еще медленно делали. Скажите, пожалуйста, сколько лет вы занимаетесь вот этими ресторанами, сколько лет занимаетесь кулинарией? Я Расскажите 10 немножко о себе. 10 классов закончила. Я хотела идти. Я люблю петь. Думаю, я отцу говорю, я пойду, буду артистом. А мне папа говорит, эй, кызым, готовить любишь, иди на кулинарию. И я поступила в Казанский кооперативный техникум, его закончила. Можно одну вещь скажу? Ну, а что, вы думаете, что вы не послушали папу? Или Я что послушала папу. Да, вы же и стали артисткой. Вы стали кулинарной артисткой. Да, слава богу, Аллаха Вы же шукр. телеведущая, значит, артистка. Вот так Немножко сейчас. масла, да? Масло положим мы сюда. Ох, Оп, горячий. Осторожно, Горячий. осторожно. Я забыл, что он горячий. Да, Ничего. осторожно. Я уже духовку включила, чтобы долго у нас это все не получилось. Сегодня вот я очень даже волнуюсь, Зачем? потому что такой опытный человек Ой, рядом перестаньте, со мной. опытный. Да, и очень даже переживаю. Когда я телевидение снимаю, там же совсем другое. Мы снимаем, потом телевидение приезжает сюда. И мы к вам приехали сюда. Да. И монтирует потом. Там где-то чего-то не хватает, например. Там уж этот... Дорогие друзья, предыдущий ролик с Резидой Ханом мы снимали в Буинском районе.
Родном, в деревне, родном, в деревенском родном. доме. И я думал, что Резида Ханум там и живет. Думал, как ей повезло. Она живет вот дом, и вот тут поле, вот тут кони пасутся. Там такой вид красивый. Расскажите немножко про ваш дом. Что это за дом был, где мы снимались с вами в первый раз? Первый раз, когда мы снимали... Когда это костыбы готовили. костыбы Пропустили готовили. костыбы, да? Не посмотрели костыбы? Совести нет у вас. Женщина старалась. 3 вида костыбы для вас приготовила. Да, мы 3 Идите вида посмотрите. Найдете ссылку в описании. Вот сейчас у нас духовка работает, пусть обжаривается. А вот у вас тут лежат такие вкусные вещи. Морковка, чеснок, лавровый лист. Они когда пойдут? Куда пойдут? Лавровый лист я положу сюда. Уже в горшочек. Да, горшочек. Хорошо. Сейчас морковь я сюда положу. Немножко она обжаривается. А, конечно, будет вкусно. Все Да, как да, на плов. Лук, масло, мясо, морковка. Конечно, будет вкусно. Я давно не кушал азу по-татарски, но как-то, когда я ел его в общепите, мне кажется, там была томатная паста, что ли. Томатную пасту тоже можно положить. Я уж сегодня постараюсь без томатного пасты. Огурцы кисленькие, Да, зачем да, еще томатная да, томатная паста, потому что все натуральное. Вот морковки я сейчас его нарежу большими такими кусками. Но технология идет, томатной пасты идет обязательно там. У нас все вот такой брусочками. Каждая хозяйка готовит по-своему. Я говорю, каждая хозяйка, повар, никого в доме никуда не уходит, соседям кушать не ходит. Все готовят женщины дома, домохозяйки. Для этого у каждого хозяйки есть свои плюсы, минусы. Знаете, дорогие друзья, мы, путешествуя по Татарстану со съемочной группой, один раз оказались в каком-то отдаленном районе. Райцентр, тут дорога большая проходит. И до следующей съемки еще довольно долго. Я спросил у местных товарищей, куда нам можно пойти покушать. Они думали и сказали, никуда. Нету столовой. Райцентр, село, нету столовой. Знаете почему? Потому что все люди кушать идут домой. Если кто идет на работу, берет обед с собой, домашнюю еду. С одной стороны, это как бы не очень хорошо, потому что вдруг приезжие оказались, как мы. Но с другой стороны, это рассказывает о том, что в татарском народе домашняя еда ценится по-прежнему и ни на что не меняется. А вы готовите в вашем ресторане, в вашем заведении. Самые главные татарские жены, они не лентяи. Они кормят вкусным домашним едой свою семью. Хочу спросить, а вот вы готовите в вашем здесь вот заведении, вот это, Тамле Булсын называется, да? Скажите, пожалуйста, ваша еда от домашней все-таки отличается или как? В общем, не отличается. Вот я сразу вам сказала, вот 12 лет к нам уже ходят свои, вот офисники рядом очень много, к нам ходят обедать. Все вот натуральнее, все свежее. Когда у тебя свежее мясо, свежий бульон, кости, вот таким бульон кипит. Ну, естественно, люди даже дома столько бульон, мясо не ложат, бульон такой прозрачный, красивый не делают. У нас вот так. Я могу хвалиться своим рестораном и своими поварами. Вы не хвалитесь, вы правду говорите, машаллах. Да, да. Уж вот говорят, я ресторатором, и вчера только вот с одной ресторатором я встречалась, говорит, ой, проблема с поварами, сейчас поварами. Аллаха шикер, у меня повара, вот 8 лет в арендованном помещении мы работали с одним поваром, и переехали сюда. Вот 20 лет этот молодой человек со мной работает. Вот я держусь за него вот так, он держится за меня вот так. Вот так и мы, слава Богу, работаем. Учитесь вот такому отношению. Видите, если вы руководитель, вы должны так ценить своих сотрудников. А если вы сотрудник, и у вас есть руководитель, и руководитель вас уважает, держитесь за такого руководителя. Не бегайте с места на место. А то, говорит, карьеру строю, каждые 3 месяца на новом месте оказывается. И в результате ничего не умеет, ничего не научился. Да, правильно.
Уже вот хорошо пожарилось мясо? Да, сейчас мы Красивое мясо... стало? Да, да, очень такой Дайте-ка я сочный, сфотографирую одну вкусный. секундочку. Да. А вы пока все-таки ответьте мне на вопрос про ваш замечательный, такой тоже очень вкусный домик в деревне. Да, это родительский дом. Бульон я еще должна поставить. Бульон у меня готовый здесь есть. Вот такой бульон она. Пусть Там она- столько мяса, там 2 килограмма мяса было на 7 порций. Куда еще? Еще бульон будешь добавлять? Бульон Это я мясо буду само добавить. силу такую даст. Нет, бульон чуть-чуть нам все равно надо добавить. Да, Понятно, да? да. Мясо, не мясо, бульон надо добавить. Не воду. Повар, человек непорядочный, взял бы там воды вот из крана и туда налил бы все. Люди же так думают, Щерпак бульон положил, воды положил, значит, больше продал, деньги получил. Суд так не бывает. Что там домик? всё. Да. Домик в деревне. Вы знаете, она как получилась? Домик в деревне. Родители уже ушли давно. Этот дом просто стоял. Стоит дом, деревянный, такой хороший дом. Зимой приезжают, открывают дверь. На улице холодно, а дома еще холодно. У мамы на фотографии стоит. Я на ней посмотрела и заплакала. Я говорю, мам, у тебя 7 детей, а дом в каком состоянии? Я выхожу, звоню сыновьям, я говорю, Улан, я говорю, надо срочно ремонтировать наш дом, отцовский, наш родительский дом. И вот так и она у нас получилась, и строителей нашли, слава богу. Хотели только крышу поменять, а получилось все сделать. Я сейчас туда еду, радуюсь. Так там замечательно, как вы и сказали. И речка у нас там есть, и поле красивое, и лошади у нас ходят, слава богу. Все у нас есть. Аллаха шекер, Аллаха шекер. Самое главное, чтобы... И я всех родня туда собираю. Вот 7 у нас человек, у нас уж один брат, его нету живых. Вот я постараюсь всех собрать туда. У нас ведь Ураза Байрам есть, обязательно Ураза Байрам. Курбан Байрам я за прошлом году сделали, 120 человек у меня собралось. Мы на улицу такое сделали. Сохранить семейное гнездо, Да. сохранить родительский дом. Это очень важно даже не для самой Резеды Ханум, а для всех членов ее семьи, которые моложе нее. Да, дети. Это воспитание семьи, это воспитание будущих поколений. Не забросить, материна там избушка покосилась, да и пусть там. Да. А там пожар случился, да и пусть. Если вы хотите, чтобы ваши дети, ваши внуки всегда помнили про вас, кормите их вкусно. Тогда они Правильно. будут беречь ваш дом, тогда они будут очень долго помнить вас. Вкусная еда – это хорошее воспитание детей. Домашняя еда. Что дальше делаем? Домашняя еда. Конечно, Түгәрәк домашняя. стель янында. Вот түгәрәк стель янында по-татарски это. И стол не түгәрәк, например, квадратный, она все равно вот говорят у нас түгәрәк стель янында. Чтобы Вокруг за круглым круглого столом, стола, да. чтобы сидели кругом, радовались, кушали домашнюю вкусную еду, которую Девяники, бабушка Аники приготовила. Татарский национальный блюдо. Беляш, кыстыбый, эшпишмак. Всего чего только у нас Татарские нет. или русские, или белорусские, еврейские, узбекские. Да, кухня объединяет. Надо, Да. надо любить свою культуру, уважать достояние своего народа и не забывать его, изучать очень хорошо. Но еще правильнее изучать кухню соседних народов. Знаете, татарский народ живет не только в Татарстане, вот не только здесь, Да. да, но живут практически в любом городе России, куда приедете, есть татары. Нам надо узнавать друг друга получше. Нам надо любить друг друга получше. Правильно. Тогда подлецы не смогут нас противопоставить друг другу, настроить друг против друга. Все самые плохие вещи делаются там, где люди друг друга не знают, не любят Осторожно. и не уважают. Я готов. Вы знаете, вот вы говорите, везде татары у нас живут, и они дружно живут. Мне очень много приходится ездить по Сабантуям. Очень много я ездила, где я только не была. Сабантуй в Татарстане проводится, да? Сабантуй в Татарстане, и где наши татары живут, везде она проводится.
Я сколько раз вот в Майами Сабантуе была, я была в Сан-Франциско Сабантуе. Знаете, там какие классные татары Апайлар живут в Сан-Франциско? Да вы что? Ой, такие красные. Вот у меня в этом книге есть, даже не ленусь, я ее покажу. Тут вот есть у меня аркиапа, на которой рецепт есть. Они делают перемеч. Перемеч мы жарим в масле, да, ведь они тоже в масле жарят и духовка готовят. Но они говорят казан перемечи. Его говорят казан перемечи. В Казане жарят их. Нет, они просто казан перемечи говорят. Город Казанем она связана, татарский, значит, да. В этом смысле, что да, казанский перемеч. Да. Вот Фарук Абинин тут казанский перемеч у меня есть. Вот, может быть, листать. Ой, сейчас быстро. Я посмотрю найду. потом. Посмотрите. Фарук Абинин. Они так красиво говорят по-татарски, очень даже. Даже иногда мы же говорим, хоть я плохо по-русски говорю, иногда мы все равно какие-то слова говорим по-татарски. По-русски говорим. А они ни одного слова по-русски не говорят. Они говорят только по-татарски. То есть без ставки добавления русских слов. Многие люди возмущаются, когда имеется русское слово, а его замещают английским словом, лишь бы по-иностранному что-то сказать. Им кажется, что от этого они умнее становятся. Ой, какое это мясо получилось. Смотрите, пожалуйста. Ай-яй, субханаллах, субханаллах. Мясо сначала, во время обжаривания, выделило из себя немало соков. Но дальше это мясо готовилось, и эти соки осели обратно на мясе. Да. Поэтому мясо получилось как лакированное, посмотрите. Вот так, сейчас я ее ложу по горшочкам. Мне сейчас сюда перец надо будет. Вареные наши огурцы, такой запах. Вот это у нас вода все закипела. Выкипела. Да, выкипела. Вот так. Вот наш деревенский, вкусный. Сейчас картошечка. Скажите, пожалуйста, а почему бы сырую картошку не положить в горшочки? Что, она не сварится разве? Она сварится, вот когда она вот так готовится, она свой вид не теряет. А, вот оно что. Да, чтобы да. долго здесь, слишком долго здесь ее не готовить. Да. Иногда вот, люди же вот бывает так торопятся, да? Хочется кушать такую полноценную, качественную еду. А нельзя вот это вот мясо, которое мы обжарили, оставить часть мяса в холодильнике, а потом, когда тебе нужна свежая еда, взять это мясо пожаренное, взять так вот картошку, разложил по горшочкам, пожалуйста, тебе готовый обед. Естественно, можно. У меня сноха, 3 детей, она всегда заготовку делает. У нее бульон всегда есть. У нее всегда вареное мясо есть. Она раз вытащила, в маленьких упаковках ставит в холодильник. Не так, например, мясо вот такими кусками. Нарезала тонко, положила, она быстро тает, и раз, уже семья готовой. Между прочим, у меня сын очень любит вкусно кушать, и сноха попалась очень хорошей, готовит только домашней еды. Аллах шакар. Обязательно перец мы ложим. Можно горошком целиком, да? Целиком можно положить. Если бы мы готовили с томатной пастой, либо с какими-то там свежими помидорами, в какое время следовало бы добавить томатную пасту или помидоры? Томатную пасту мы добавили к мясу. Во время обжаривания мяса? Да, обжаривание мяса. Томатную пасту добавили бы. Я хочу уж сделать такой натуральный, вкусный. Вот соль посыпали мы. Сейчас нам надо лаврушечку обязательно. И тоже большая она, я его делю на 2. Бульон такой прозрачный, красивый. Вот, красивая фотография. Все, я ложу бульон. Вот. Не полную. Скажите, пожалуйста, на столе я вижу такой симпатичный, свеженький укроп. Его куда и когда? Укроп мы перед подачей, когда у нас будет готовые горшочки,
Мы его посыпаем зеленью и подаем уже к столу. Очень приятно. Да. Вот. Чесночок добавим. Чеснок еще можно добавить, когда блюдо будет уже готовое. Мы его тоже добавим, она очень этот вкус дает. А, вместе с укропчиком, да? Да. Я сейчас вот одну только добавлю, вот так. Все, мы уже отправляем сейчас в духовку. Закрываем крышечкой. Бисмиллахиррахманиррахим. Ой, вам спасибо большое. У меня лист здесь. Можно сразу Мгм. складывать. На противень. Да. А раньше родители готовили суп гороховый в чугунах таких. Ой, какая она была вкусной все-таки. Все-таки у нас молодость прошла очень красиво. Очень хорошо прошло. Мы все натуральные продукты ели, все домашнее. Хлеб пекли. У нас семья большая была. Хлеб пекли 7 штук, недели 2 раза. По 7 штук вот такие хлебы. На целое ведро мама ставила тесто. Тогда ведь и тесто-мешалка не было. Руками это все она делала. Семью-то надо кормить. Вот так. Скажите, пожалуйста, какая температура духовки и на какое время? 180 градусов, где-то 40-45 минут. О, Да. ну что ж, хорошо, будем чай пить. Ох, Резеда Ханум, так пахнет вкусно. Не верю, что это не готово. Да, по-моему, давным-давно уже готово. Жалко, что, Вы просто мучаете меня, чтобы я подольше подождал, да? жалко, что вкус не передается. Еще как передается. О, Ой-ой-ой, субханаллах. у нас передается вкус вместе со знанием. Мы дарим людям знания о том, как готовить вкусную еду. И каждый уже, конечно, дома сам должен. Ох ты, картошечка, смотри, она и сверху тоже зарумянилась. Откройте другие тоже. Еще хотя бы 2-3 Опа. откройте. Вот она. Вот она. Вот это вот это я понимаю. Вот еда. Вот еда. Настоящее, домашнее, вкусное. Сейчас я чуть-чуть по вкусу, кто любит чеснока побольше, я добавляю сюда чеснок. Добавляйте. Все любите? Конечно, все любят. Хорошо. Обязательно укропчик. И Рахмат. Вот это да, вот Горячий. это внешний вид. Горячий. Резеда Ханум. Ой-ой, как Вы мне пахнет. простите, пожалуйста, за мое немножко нахальство. Может быть, вы и сами это скажете, но я очень жду, не дождусь, когда же вы мне положите вот из одного горшочка вот сюда вот тарелочку положите и скажете 3 очень вкусных татарских слова. Вы знаете, сабрит. Сейчас будет все готово. Сабрит. Потерпи немножко. Положу. Бисмиллахиррахманиррахим. Опа. Опа. Вот так. Сейчас вот так. Укропчик красивый я хочу вам подать. Можно по-татарски я пока скажу? Конечно, Менә по-татарски. шундый тәмле ризык әзерләдек без сезнең белән. Ашларыгыз тәмле булсын. Аллаһ Тәгаләм сезгә исәнлек, саулык биреп, бәрәкәтле гомерләр биреп, Рахмат. дөньяның рәхәтен, ике дөнья рәхәтен күреп яшәргә насыйп булсын. Рахмат. Вот мы такое вкусное блюдо приготовили. Приятного вам аппетита. Куда я попал, а? Смотрите, к какой прекрасной женщине я попал в гости, а? Вот Спасибо. так. Сейчас мы это вот так и вот так. Глаза уже закрываются. О, смотрите. Ого, очень красиво. Молодцы. Умеете фотографировать? Да? Ну тогда Да. теперь вместе, теперь уже к нашим зрителям, к нашим читателям. Вот в эту камеру вместе одновременно говорим. Ашларыңыз тәмле булсын.
Книга «Таджин», «Кускус» и другие марокканские удовольствия. Знаете, чтобы собрать рецепты для этой книги, я неоднократно летал в Марокко. Летал вместе со своим помощником Абдулой. И мы собрали в этой книге самые удивительные марокканские рецепты. Знаете, что такое марокканская кухня? Ну, во-первых, блюда для этой кухни готовят традиционно в таджинах. Но мы расскажем, чем заменить таджин. Во-вторых, в этой кухне используется много специй. Но на наше счастье все эти специи продаются на наших рынках. И даже в обычном супермаркете можно пойти и купить все вот эти специи, которые здесь на картинке. Ну а продукты самые обыкновенные. Мы тоже готовим еду вот из лука, из помидоров, из болгарского перца. Мы готовим эту еду, нашу еду из баклажан, кабачков, сельдерей, тыква, морковка, перец, цветная капуста. Скажите, пожалуйста, что-то есть здесь незнакомое? Ну, на самом деле, что-то незнакомое есть, например, соленые лимоны. В Марокко можно в любой лавочке купить, а я вам расскажу, как можно эту восхитительную закуску сделать прямо дома. Какое масло используется, какие необычные специи используются, все очень подробно. Посмотрите на фотографии. Это Абдулла, мой помощник и друг, а это Камаль Рахаль, сын шеф-повара короля Марокко. И мы готовили вместе с поварами, которые готовят для королевских праздников, для королевских свадеб, для королевских юбилеев. Но при этом пошли на улицу и посмотрели, как готовят в таджинах на улице. Вот просто на автобусной остановке. Это ведь тоже очень интересно. Я расскажу вам о марокканских базарах, я расскажу вам о ресторанах, что стоит заказывать в Марокко, а что нет. Мало ли чего, может кто-то соберется поехать в Марокко. Но в целом, эта кухня, по моему мнению, является как бы продолжением узбекской либо азербайджанской кухни. Понимаете? Вот вроде бы все то же самое, только вкус немножко другой. Вкус новый, блюда новые. Вот, кстати говоря, та кухня, где готовится еда на королевские праздники. Видите, какая огромная кухня, огромные казаны. Заказать эту и другие мои книги можно в интернет-магазине stalik.ru. Эту книгу можно получить еще и бесплатно, если вы купите 2 другие книги. Подробно об этом рассказано на моем сайте. Там постоянно происходят какие-то акции, скидки. Так что обращайтесь на сайт, вам помогут сделать правильный выбор. А при желании вы можете получить эту книгу еще и с моим автографом. Желаю вам успехов!